понимаю, куда мы сейчас едем, просто едем вперед. Мы уже 5 минут уже пытаемся договориться, кто куда хочет. Нам позвонил человек, который говорит очень плохо на английском языке и предложил нам банкомат, железнодорожную станцию и так далее. Вот поэтому мы сейчас пытаемся понять, нас могут подвезти, не могут. Короче, весело. Сейчас пытаемся как-то договориться с водителем, потому что он не понимает ни на английском, ни на русском. Поэтому сейчас отъехали буквально километр и пытаемся сейчас договориться хоть как-то, какой город, и что мы хотим поехать без денег, чтобы это не был какой-то таксист. Человек нас довез от границы до первого города. Здесь буквально километра 2-3. В общем, мы сейчас через переводчика пообщались и все, пришли к тому выводу, что нас довезли сейчас до банка, вот здесь вот банк находится, и водитель нас хочет довести до станции и помочь нам купить билет, но мы автостопим, поэтому мы сейчас отправимся пешком отсюда, дальше уже на трассу. Короче, довольно весело, нас водитель высадил, мы сейчас пойдем в сторону трассы, точнее трасса, вот эта трасса идет. Получается, все, кто из границы выезжают, казахи и все остальные ребята, они едут вот чуть-чуть по направлению вот этой трассы. Это проехать, наверное, точнее пройти пешком километра 2,5. И там будем пытаться поймать какого-нибудь казаха или хоть человека, который поймет нас хоть на каком-то языке, потому что здесь очень сложно общаться. Ну вот, и в итоге мы попробуем сейчас поймать человека и добраться до Урумчи, здесь где-то 600 километров. Что касается промежуточного итога, то проехал на данный момент чуть меньше 8000 километров, 5 стран, и повстречал где-то 150 человек, познакомился за время путешествия на данный момент. И сейчас вот следующая точка — это Китай. И в целом я могу, наверное, подвести такой промежуточный итог сейчас, потому что до этого были страны такие очень простые для автостопа. Много кто понимает по-русски, люди очень отзывчивые. Очень много кто помогал. И если подвести итог, то в целом, наверное, получается в районе 60 водителей и больше 100 человек, вот, которые познакомился за время путешествия. И это первый такой вот пункт, это граница Китая. Потому что Китай — это отдельное государство, отдельная страна, отдельный мир. Что будет в Китае, вообще без понятия, потому что Китай никак не подготовился. Здесь совсем все по-другому, все довольно строго, непонятно, но интересно, очень интересно. И сразу чувствуется колорит, даже дома и все остальное совсем по-другому выглядит. Шли по улице, а тут, короче, утки, гуси прям на улице тусуются. Вот она наша трасса, объездная, которая идет от границы в сторону Урумчи. Но нам приходится идти вот по такой вот ужасной дороге. Я не знаю, как здесь пробраться. Наша трасса все ближе и ближе. И что самое интересное, здесь вот поле. И здесь вот такие вот разбрызгиватели. И рядом столько мусора, цветочки. Короче, непонятно вообще ничего. Мы отошли буквально метров 200 от моста. И будем начинать отсюда стопить. Но я смотрю, пока что через мост ни одна машина грузовая не проезжает. Вот я добрался до трассы. Отсюда буду пытаться стопить, скорее всего, казахов, потому что это единственные, наверное, люди, которые здесь поймут и смогут помочь. И мой совет автостоперам, если кто поедет до границы, то лучше начинать отсюда не добираться, а начинать стопить уже сразу с выезда с границы, потому что, чтобы добраться до сюда, потребовалось, не знаю, потратить, наверное, где-то 1 час. Хотя расстояние здесь где-то 2,5 километра. Можно дойти пешком до сюда, до трассы. Здесь постоянно ездит полиция, есть вероятность того, что нас просто могут забрать отсюда с трассы, потому что мы идем сейчас вот по обочине. И каждая полицейская машина, которая приезжала мимо, она притормаживала и смотрела на нас. Это как-то немножко крипово. Нас остановила первая машина, мы кое-как объяснили, докуда едем. В итоге мы проедем, наверное, километров 20 до развилки, которая идет, одна идет сверху до Урумчи, одна снизу. 2 дороги, по которой лучше ехать, вообще непонятно.
Нам вроде как сказали сверху, но снизу больше городов. Без знаний языка это, конечно, прям настолько сложно, куда ехать. Сейчас попробуем пообщаться через переводчик. Они сказали, да, хорошо, и все. То есть мы даже не знаем, как пообщаться. Это так забавно, что мы ничего сказать не можем. Короче, добрались мы до автостанции. Я не знаю, я не могу объяснить, как это пришлось объясняться с местными, потому что мы потратили на это, наверное, мне кажется, час примерно. В итоге мы добрались до автостанции, и за 15 юаней мы сейчас поедем до Янина. 15 юаней это примерно где-то $2, 2 евро. 150 рублей примерно вот так вот. Нас никто не понимает, мы никого не понимаем, но как-то на пальцах пытаемся объяснить. На нас просто смотрят как на дикарей. И это так забавно, когда за полчаса человек 5, наверное, просто испугались. 3-4 показали пальцем. И вообще люди реагируют, каждый второй человек просто реагирует нереально. Если хотите внимания, вам не хватает внимания, то, пожалуйста, приезжайте в Китай. Проехали мы, в общем, от границы километров 40. Нас остановили на пропускном пункте. Мы вышли вот вдвоем с попутчицей. И нас проверили документы, спросили, где вы останавливаетесь, где вы будете останавливаться, куда вы едете. Такой жесткий контроль. Чем питаетесь, где кушаете. В общем, все вопросы спросили. Наши вещи просканировали. А мы едем на маршрутке. И наши рюкзаки остались здесь. И получается, что мы даже не знаем вообще, где наш водитель. Хорошо, что водитель к нам подошел, мы его узнали. И он тоже спросил, что происходит. Но такой жесткий тоталитарный контроль, честно говоря, жутковато. Хочется как-то быстрее добраться на восток. Надеюсь, там не будет такого. Потому что если будет каждые 50-100 километров такой контроль, то вообще никуда не уедешь. Кстати, помимо того, что спрашивали, задавали всякие вопросы, наши паспорта сфотографировали, их куда-то отправили по телефону, дождались какого-то ответа, они там переписывались, и после этого, мы потратили, наверное, минут 10, так, 10-15 минут на пропускном пункте, и после этого нас отпустили. Водитель почему-то нас неправильно понял, он вообще как-то по-русски плохо понимает, и поэтому высадил нас в 3 километрах от станции, и мы сейчас пойдем на станцию. Здесь очень так сюрреалистично выглядит. Я надеюсь, что это был не смог, а просто туман. Выглядит довольно интересно, но нам осталось еще больше 2 километров идти пешком с рюкзаками. Если не видно, то свет шелкового пути. Вот этот красненький огонек, который только что погас, это как раз станция. Мы идем срочно туда, потому что мы очень устали. Очень темнеет. 4-й автобус, сука! Да, 4-й автобус, который мы видели через город, он шел сюда. Могли на нем проехать. И в итоге пойдем сейчас искать билет. Мы не знаем, куда мы поедем. Мы поедем как можно дальше на восток, потому что здесь какой-то беспредел творится. Если честно, очень некомфортно себя чувствуем. Прям нереально некомфортно. Вот мы добрались. Осталось буквально считанные метры. Вот уже вход. И вот такие вот просто огни. В общем, мы купили билет до Урумчи. К сожалению, до Урумчи, потому что это как-то не самый удачный город в Китае. И стояли вначале в очереди. Стояла длинная очередь, одна. Потом почему-то все побежали вперед. Очередь разделилась на 2. Сейчас вот разделилась на 4. Я не знаю, что будет дальше. На 8, 16. Приехал наш поезд, и вся толпа сразу ломанулась вперед. Вот мы сейчас вот идем. Такой вот поезд. Не знаю, сколько там метров. Ну вот сейчас будем искать наше место.